Всем привет! Несмотря на то, что у меня сзади малыш, который заснул, я полна решимости рассказать вам, как наши дела, а также ответить на некоторые ваши вопросы. Новости про Серафима. Мы недавно ездили к эпилептологу, и ей очень не понравилось, как Серафим во время осмотра дергался. Это вообще у него такое достаточно часто бывает, но дело в том, что было тогда жарко, он устал от дороги, и так часто, но обычно не бывает. Но в любом случае нам уже давно было пора делать новую энцефалограмму, по результатам которой, соответственно, будет и определяться дальше наша судьба. Если дергание связано с эпилепсией, то никаких нам, собственно, реабилитаций бесплатных. Однако есть некоторый шанс, что это просто мышечные спазмы, и в таком случае мы можем надеяться на направление. В любом случае, ЭГ будем делать на следующей неделе, и по результатам его уже будем решать, что будем делать дальше. Реабилитация. Пока наш эпилептолог, собственно, решает, можно нам или нет, мы будем делать то, что в наших силах. В сентябре мы снова едем на слет детей ангелов. Будем работать с дефектологом, логопедом, и я записалась к другому ЛФКшнику. Буду обязательно все снимать. Наши реквизиты указаны в описании под видео, поэтому если есть желающие помочь нам в оплате этой реабилитации, мы будем вам очень благодарны. На этот ближайший аквакурс мы решили, что мы не поедем, потому что получается слишком маленький промежуток между аквакурсом и слетом. Мы сделали выбор пока в пользу слета, и аквакурс планируем пройти зимой. А на слете будет бассейн, поэтому просто будем ходить купаться. Я уже даже купила, собственно, памперсы для плавания. По поводу дальнейшей реабилитации, то есть я вообще планировала составить какой-то план и заранее обращаться в какие-то фонды, но пока мы решили, что мы сделаем эту энцефалограмму, уже на основании этого будем решать, что дальше. Лера и школа. Идет ли Лера в этом году в школу? Пока мы все вместе спорили, все, это я, мои родители и Артем, мы достаточно долго не могли решить, идет ли Лера в этом году в школу или она идет в школу в следующем году. Но пока мы все спорили, Артем пошел по-тихому и подал заявление. Таким образом, Лера идет в школу в этом году. Сейчас август, у Леры месяц каникул в школе танцев. Мы ее забрали из садика и отправили, собственно, в деревню на каникулы. Обязательно смотрите на ее канале видео с открытого урока школы танцев, а также праздник в честь ее последнего дня в садике. Что еще сказать про наши дела в целом? У нас все хорошо. Про закрытие канала у нас вопрос больше не поднимался, потому что я приличный блогер, я больше не плачу над чужим мнением. Даже больше, я теперь успеваю вести 2 канала. Но пока Леркин канал мне не в напряг, потому что у нее все время что-то интересное происходит. Ходи за ней с камерой, материал вагон. Поэтому, несмотря на то, что она сейчас в деревне, я буду на ее канале выкладывать видео. Итак, приступим к ответам на вопросы. Самый часто задаваемый вопрос про диагноз. Гейм Неова спрашивает, какой диагноз, это можно как-то вылечить, как с этим вообще бороться. У Серафима хромосомная аномалия, это не лечится. Но лечится сопутствующие заболевания, например, эпилепсия. Мы принимаем лекарства, которые купируют приступы. Второй по популярности вопрос, который также встречается под каждым видео. Анна Мэ спрашивает, какие прогнозы у Серафима по неврологии и умственному физическому развитию. Ни один из врачей не даст нам никаких прогнозов, никаких гарантий. Никто не берется даже что-то предположить. Поэтому нам остается только заниматься ребенком и позитивно мыслить. Спрашивает Варя Камалова, сколько лет с Артемом вместе. Мы с Артемом вместе 8 лет, женаты 7 лет и венчаны 2 года. Ксюша Спаркл спрашивает, какая реакция была у ваших родителей, когда узнали про Серафима. Сначала все были просто в шоке. Потом постепенно с увеличением количества поставленных диагнозов происходило понимание того, что происходит, и постепенно вот такое принятие этой ситуации. Мы с родителями эту ситуацию вообще не обсуждаем. Я уже говорила, что у нас не душевные, что ли, отношения. У нас был один единственный разговор, где я как бы, немножко так сэмоционировала, и, моя мама просто не знает, что говорить в этой ситуации. Она так достаточно коротко и сухо сказала: родили, будем воспитывать. Ну и все, собственно, больше мы это никогда не обсуждали. Просто, действительно, просто растим таким, как он есть. Гринарк
спрашивает, какие у вас источники энергии, что придает силу, помогает настроиться на позитив. По собственному опыту знаю, что когда понимаешь, что с ребенком что-то не так, не знаешь, чего ждать, или даже хотя бы просто болеет, это выматывает эмоционально, и нужно много сил, чтобы настроиться обратно в хорошее. Конечно, мне эмоционально бывает тяжеловато, и бывает и грустно, я могу печалиться, что же дальше, и руки могут опускаться. Но вот в последнее время мне как-то легче. То есть если раньше я очень много вдохновения и какой-то энергии я черпала из того, что я искала новую информацию, читала про разные методики, шерстила форумы. Это действительно, вот эта информация, она как-то окрыляет, дает ощущение, что ты не сидишь на одном месте. Но она, и с другой стороны, вот это занятие постоянно, оно и обнадеживает. Ты постоянно читаешь про то, какое чудо случилось у знакомой соседки, там какой-нибудь форумчанки. Сейчас, когда я делаю там упражнения на удержание головы или там какие-то другие физические занятия, я концентрируюсь не на том, чтобы он смог это делать, то есть я не жду того, что он начнет держать голову, а я стараюсь мыслить, что вот эти занятия ему помогают лучше себя чувствовать. Ведь действительно, благодаря физической нагрузке он лучше ест, лучше спит, лучше себя чувствует, меньше капризничает, ну и, конечно же, лучше ходит в туалет. Ну, в общем, на самом деле нельзя сказать, что у меня прям все хорошо получается. Я учусь радоваться тому, что есть, и не требовать от ребенка чуда в срочном порядке. А по поводу того, что меня вдохновляет и придает сил, это я уже рассказывала, что это общение с моими подружками и хобби YouTube. Алена Самборская спрашивает: смотрю ваш канал и все хотела спросить, вам помогает как-то Артем в занятиях сына? Сам он с ним занимается, поехал бы он на реабилитацию, как Лера восприняла впервые Симу. У нас сын тоже тяжелой формы ДЦП, муж его воспринимает здоровым и жалеет в занятиях Вовочку. Вот мы иголки проходим, так муж прям жалеет сына. Снимите видео с вопросами-ответами. Так, про Леру я расскажу как-нибудь отдельное видео, отвечу про все остальное. В плане детей у нас с Артемом всегда было достаточно четкое разделение обязанностей. Я отвечаю за то, чтобы дети были чистые, сытые, довольные. То есть все бытовые вопросы на мне. И Артем, честно говоря, мне в этом почти не помогает. Зато в каких-то экстренных ситуациях я как-то отхожу в сторону, и Артем больше действует. Например, в бессонной ночи вот он мне очень здорово помогал. Что касается Леры, то мне нравятся больше такие спокойные какие-то игры, пазлы собирать, порисовать, посидеть. Артем, они с ней бесятся и играют, вот все физические какие-то активности на Артеме. Все реабилитационные занятия с Серафимом произвожу я, Артем вообще в этом никак не участвует, я в принципе от него этого и не требую. Он с ним просто вот как-то общается, может как-то немножко поиграть в игрушки, попеть. Он ему, кстати, часто поет. Прям каких-то занятий он с ним никаких не выполняет. Что хочу сказать по поводу жалости к ребенку. Каждый родитель, конечно, должен принять свое решение, насколько оправданы болезненные и мучительные процедуры для ребенка. Мы, например, решили, что нам это не нужно. Но вообще, вы знаете, у всех ведь разные ожидания. Мне кажется, самое главное в этой ситуации, в первую очередь, между мамой и папой найти общий знаменатель. Каким образом будет воспитываться и реабилитироваться такой малыш? Не просто так у ребенка есть и мама, и папа. Не может быть прав кто-то один. Мне кажется, что нужно общаться, искать компромиссы, учиться слушать друг друга и принимать какие-то решения, которые будут устраивать всю семью в целом. Даша Заруденская спрашивает: скажите, получал ли Серафим грудное молоко? До 1 года и 2 месяцев Серафим получал только грудное молоко, потому что пока мы разбирались с пороком сердца, с эпилепсией, нам, естественно, было не до прикорма. Дарья Соколова спрашивает: у вас квартира или свой дом? Раньше мы жили в квартире, но там нам жить не нравилось, потому что дом был старенький, практически в аварийном состоянии, и там было очень холодно. Мы эту квартиру продали и взяли в ипотеку с помощью материнского капитала квартиру в строящемся доме. На время строительства квартиры нашей мы живем у моих родителей в частном доме. Поэтому те цветы и кусты и красную смородину, которую вы видите в наших влогах, это не сад, это огород вокруг дома моих родителей. Квартира наша будет сдана в сентябре, немножко они задерживают. И нам, честно говоря, предстоит то испытание, которого мы с Артем еще не проходили. Ремонт с нуля. Будем надеяться, что мы это тоже пройдем.
Маша Бутылкина спрашивает, есть ли у вас домашние животные, хотите ли вы кого-нибудь завести? У нас есть 2 кошки, и Артем с Лерусей упрашивает меня, представляете, о собаке. На самом деле я понимаю, что для Серафима это было бы круто. И для Леры тоже, и для Артема это было бы здорово. И хотя они сейчас меня на полном серьезе уверяют, что они сами будут 2 раза в день с этой собакой гулять, они сами будут ее кормить, купать и так далее. Но я, честно говоря, не соглашаюсь, потому что я им не верю. 100% это будет все моя ответственность. Следующий вопрос у нас от Натальи К. Симка голову пока не держит или пытается уже? Вы знаете, вы сейчас задаете любимый вопрос моей бабушки. Да, каждый раз, когда мы с ней связываемся и разговариваем по телефону, она меня спрашивает, держит ли уже Серафимушка голову? И я вам отвечу так же, как каждый раз отвечаю ей. Нет, но уже чуть-чуть получше. Вопрос от Любовь Черри. Если вам вдруг будет интересно ответить на этот вопрос. Я часто слышу выражение «особят», и сам канал называется «Особенный ребенок». Я всегда считала, что придумывание других названий для некоторых явлений, которые нас травмируют, это форма отрицания. В данном случае имеется в виду замена слова «инвалид». А что думаете вы, если такой вопрос уже задавали? Такой вопрос мне задавали. В принципе, мне было бы интересно его ответить. К сожалению, так случилось, что медицинские термины и диагнозы в наше время становятся обзывательными ругательствами. Например, идиот, дебил, кретин, имбецил. Такие грубые обзывательные слова. Инвалид, в моем понимании, тоже звучит грубовато. Мы же называем своих детей ласковыми какими-то прозвищами, уменьшительно-ласкательными. Также и тут, чтобы не называть своего ребенка грубо инвалидом, мы называем их ласково особенные дети. Екатерина Алекс спрашивает, Наталья, скажите, пожалуйста, какое зрение у Серафима? Он различает свет и тьму? Может быть, ему нужно носить очки? Что говорит детский офтальмолог? У Серафима есть некоторые проблемы со зрением, но они не настолько большие, чтобы он различал только свет и тьму, потому что он иногда может фокусировать взгляд, он может следить за игрушкой и смотреть в глаза. Очки нам не показаны, потому что плюс и минус у Серафима в норме, у него пострадала острота зрения. Соответственно, очки с этим помочь не могут. Они будут только его раздражать. Вопрос от Ирины Иринины. Видео классное, очень позитивное, спасибо. Наташа, ставите ли вы прививки своим деткам? Лерусю в свое время мы сделали все прививки, а Серафиму, естественно, нет. Противопоказаний как по основному заболеванию, так и по эпилепсии прививки ставят только здоровым детям. Вопрос задает Анна Косенко. У Симы бывают когда-нибудь истерики, которые иногда бывают у детей его возраста. Капризы или банально плохое настроение. На видео он всегда спокоен, ему вроде как всегда все нравится. И еда подходит, и игрушки хорошие. Сейчас гимнастика отлично, обед хорошо, надо ползти, буду ползти. Он вообще бывает не в духе. Прям таких капризов у Симы не бывает. Если он в хорошем настроении, то он за любую движуху. Но бывают такие дни, когда у него настроение плохое. Особенно, когда резко меняется погода. У него в этот момент он вообще ничего делать не хочет, только покормите меня, дайте мне соску, и либо положите меня в кроватку, я буду лежать один, не трогайте меня, либо он иногда хочет проситься на ручки. Почему вы, собственно, не видите те моменты, когда Серафим плачет? Потому что мне, честно говоря, в этот момент вообще не до съемок. То есть, представляете, у меня ребенок заплакал, расстроился, а я такая беру камеру и говорю: всем привет, у меня Серафим плачет. Но я в этот момент как-то стараюсь ему помочь, успокоить. Как-то, не знаю, не до камеры мне. Вы можете увидеть это случайно, когда он закапризничал после того, как камера уже была включена, например, как произошло на дне рождения, когда у него отобрали соску. Светлана Саватеева спрашивает, есть ли какие-нибудь предпочтения у него в еде, может нравиться что-то или не очень? Сима никогда не против перекусов. Все, что ему предложишь, он все съест. Наверное, самое любимое можно выделить смесь. Он пьет смесь 2 раза в день, утром и перед сном. Несмотря на то, что она не сладкая, он все равно ее с большим удовольствием выпивает. Он любит все. Наверное, я больше всего могу выделить, что он любит мясо с овощами. Все сладенькое, фруктовые пюрешки обожает. Из ягод мы кушаем только вишню. В общем, он любит все, наверное, кроме несладких каш. Но он съест все, просто с разным энтузиазмом. Виктория Килплакова спрашивает, зачем Симе соска, вроде раньше был без нее? Сима всегда был с соской, всегда. Таких вещей, которые его успокаивают, немного.
Вообще вещей, которые он прям, мы можем сказать, что он любит, кроме соски, такого больше нет. На самом деле, достаточно интересный вопрос к тем, у кого уже взрослые особята. В какой момент вы забрали у ребенка соску? Потому что у нас пока таких мыслей вообще нет. И Алена Соколова спрашивает, почему вы не отучаете его от сосок. Я слышала, что прикус у ребенка может испортиться. С таким ребенком, как Сима, мне кажется, подобные вещи уже не кажутся такими важными. Кевит Хабибов спрашивает, тяжело ли смотреть за сыном? Конечно, растить такого ребенка непросто. Это постоянная какая-то борьба с собой, с тем, чтобы не опустить руки, с тем, чтобы не сравнивать его со здоровыми сверстниками. Наверное, просто это никогда не будет. Но это уже часть нашей жизни, поэтому надо стараться с этим как-то жить и верить, что все будет хорошо. И последний вопрос от Марины Янцевой. Туся, как ты используешь кокосовое масло, зачем в таких количествах? Каждый раз, когда вы пишете Туся, что-то ёкает в моей груди. И у Симы, и у Леры очень сухая кожа, поэтому в первую очередь я использую кокосовое масло для увлажнения кожи детишек. Я делаю маску для волос, у меня волосы суховатые. Я обычно наношу маску, похожу с ней немножечко, потом затем мою голову. И после мытья волосы не такие сухие. А еще я на нем готовлю еду, использую его вместо подсолнечного масла. Собственно, поэтому зачем в таких количествах, оно у нас очень быстро заканчивается. На этой кокосовой ноте я хочу вам пообещать, что на все остальные вопросы я также обязательно отвечу в следующем видео. Сейчас у меня уже возится мой малыш. Я понимаю, что он сейчас скоро встанет, его нужно кормить. Если у вас еще есть вопросы, обязательно задавайте. Я все буду сохранять, на все буду отвечать. Что-то мне пришло. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите. Я все буду сохранять, на все буду отвечать. Всех очень люблю. Пока.